Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. Сегодня мы с Тёмой и нашей мамой будем садить помидоры. Да. Рассадой. Помидоры у нас называются розовые великаны. Очень хороший сорт, нам нравится. Дети любят. Да, Любят. любим. Они самые сочные, самые сладенькие. Ага. И очень подходят для салатов, поэтому пора бы их уже посадить. У нас уже на дворе конец апреля, земля прогрелась, и можно приступать к посадке. Температура воздуха 24 градуса. У нас есть лопата, помощник, И печатки. перчатки и специальный маркер, которым мы будем размечать расстояние между канавками. Знаки. Приступим к работе. Для начала мы с помощью маркера делаем разметку. Сейчас Тёма потянет и покажет, как это делается. На одинаковом расстоянии. Падает. Ямка от ямки, чтобы было все ровно и красиво. У нас уже посажено 6 рядов. Теперь можно садить дальше. Рассады у нас много. Вот она стоит, ждет своего часа. Она уже закаленная на солнце, ничего не боится. Солнце не страшно. Уже цветут деревья, Есть. черешни, Сделал я. абрикосы уже отцвели. Я уже сделал. Тёма уже справился. Делаем разметку на расстоянии 60 сантиметров друг от друга. Вот так у нас огород небольшой. Нужно садить почаще. Но сильно часто тоже нельзя, потому что нужно будет пройти потом, когда помидоры вырастут. После того, как мы сделали разметку, необходимо выкопать ямки с помощью лопаты. После того, как ямки выкопаны на глубину штыка лопаты, необходимо землю, которая осталась рыхлая между рядками, хорошенько притоптать, для того, чтобы в дальнейшем она не осыпалась. Что мы сейчас с Тёмой сделаем. Тёма, давай, притаптывай землю. Вот такие вот перчаточки одеваем. Вот такие. Надо присесть и показать, а не стоит показывать. Вот такие вот перчаточки одеваем. Пожарные. Теперь берем рассаду. По 2 штучки. Друг к другу мы их прислоняем плотненько. Вот так вот соединяем таким. И на расстоянии сантиметров 30 мы делаем ямку небольшую в нашей канавке. Руками, можно сапкой, ну я перчаткой ходила руками. И ставим помидоры и притаптываем землю вокруг наших помидор. Вот так вот их ставим в нашей канавке. Вот так получились у нас в рядку помидоры. Стоят как солдатики. Очень красиво, очень удобно. Ходить удобно по наших дорожках, собирать их, когда будет урожай. Вот так. После того, как мы хорошо притоптали наши помидоры, берем шланг и ложим его не под корень, не под корневую систему, а по центру наших помидор. И таким вот методом заливаем ряд, чтобы не лилось на наши листочки помидор. Чтобы не было фитофторы, не попадало солнце, наши помидоры не сгорели. И заливаем ряд, чтобы хорошо пропиталось до самого корня. Поливать помидоры нужно раз, когда только посадили, раз в 3 дня. Когда помидоры начинают цвести, раз в 5 дней. Когда уже пытаются
завязаться, начинают краснеть, буреть, то поливать нужно раз в 7, раз в 10 дней, не чаще, для того, чтобы помидоры не лопались. Сейчас, конечно, вообще как солдат. Всем приятного просмотра, смотрите наш канал, подписывайтесь на наш канал. Хорошего всем урожая, будьте вместе с нами и пробуйте сорт наших помидор «Розовый великан». Всем пока!